Ребят, привет! Добро пожаловать на новое видео. Сегодня в этом видео я расскажу вам о 5 причинах, главных для меня, жить в России. И прежде чем мы начнем, хотел бы сделать небольшой анонс. Возможно, вы заметили, рядом с кнопкой «Подписаться» появилась еще одна кнопка. По-английски она называется «Join». И эта кнопка позволяет вам проспонсировать канал Russian Progress, стать спонсором. Сразу скажу, что для тех, кто поддерживает проект на Патреоне, ничего не меняется. Просто еще одна возможность появилась поддержать проект. Если вам лень регистрироваться на Патреоне или просто вам удобнее пользоваться контентом именно на YouTube, что вы здесь получаете? Первый бонус — это значок Russian Progress в комментариях у вас будет. Второй бонус — это эксклюзивные видео, который я публиковал на Патреоне все это время. Третий бонус — это, точнее не бонус, а уровень — это спонсорство. Если вы хотите просто большей суммой поддержать проект, у вас будет особая благодарность в титрах. Так что всем, кто решит поддержать проект, огромное спасибо, а мы начинаем. Итак, начнем с первой и довольно очевидной причины, почему стоит жить в России — это цены. Я уже в некоторых своих видео это упоминал. Цены на интернет, цены на такси, цены на аренду жилья, на продукты, когда вы идете в ресторан. То есть это не сравнится никоим образом с тем, что можно встретить в Европе, в Западной Европе, ну и в США. Да, я вот сейчас именно обращаюсь больше к людям из Запада, скажем так, почему вот им было бы интересно поехать в Россию, потому что с той зарплатой, которая у вас есть там, здесь вы будете богатыми. Вы сразу станете богатыми, потому что здесь совершенно другие доходы, совершенно другие траты, поэтому это очень приятно. Несколько примеров, чтобы вы понимали, о чем идет речь. За интернет, к примеру, я плачу около $10, и у меня там скорость 300 мегабит в секунду. То есть прекрасный, быстрый интернет за очень небольшие деньги. Второй пример — это такси. В среднем в России вам нужно где-то $3 за поездку. То есть стандартная поездка по городу — это $3. Дальше это где-то 5, но самое максимальное, что вы можете заплатить, это, там, не знаю, $10 до аэропорта, например. Во всех остальных случаях это будет очень дешево. Я, например, в Новосибирске платил вообще 100 рублей, ну типа $1,5 за поездку от дома до метро. И поэтому я часто пользуюсь такси в России, потому что я понимаю, что это супер дешево по сравнению с Европой. Например, аренда жилья, да, я сейчас в Краснодаре, я приехал сюда на месяц продлевать лето, скажем так, потому что здесь еще тепло, а в Питере уже холодно, и я снял квартиру на месяц. Я заплатил за это где-то 25 тысяч, то есть, сколько это, $400 получается будет примерно, да, около $400. И это еще очень хороший вариант. То есть, если вы хотите найти бюджетный вариант, это где-то $200. За $200 можно снять квартиру на месяц в Краснодаре, в очень, довольно-таки комфортном городе, не самом маленьком. Так что это тоже очень приятный такой бонус. Цены в России, в общем. Сюда же я бы добавил медицину. Вообще у нас в России бесплатная медицина, но если вы хотите прибегнуть к услугам платной медицины, то это тоже недорого. По сравнению с США это вообще просто копейки. Ну и да, какие-то услуги, я не знаю, там сантехника вызвать, электрика, чтобы вам что-то сделали, починили, какой-то сервис. Это все супер-супер-супер дешево. В общем, ключевой поинт, который я хочу донести, ключевой момент, это то, что в России очень дешево по сравнению с Западом. И это причина поехать жить в Россию. Второй момент — это удобство. Я его назвал удобство, потому что в России действительно очень удобно выполнять какие-то бытовые базовые вещи, которые в Европе или в США, наверное, сложнее выполнить, да? Потому что я знаю, опять же, я не жил в Европе, я только ездил туда и даже не был в США, но вот именно по рассказам, потому что я знаю. Во-первых, у нас бесконтактная оплата очень распространена. То есть, когда ты телефоном оплачиваешь, если у тебя есть Apple Pay или Samsung Pay, Google Pay, я не знаю, ты можешь оплачивать практически все и везде в России. Вплоть до всяких рынков, вплоть до, я не знаю, купить фруктов где-нибудь в каком-то ларьке. Ты много чего можешь оплачивать именно картой, это супер удобно. То есть сейчас в России наличные деньги, или как мы говорим, наличка,
она очень редко нужна. То есть в какой-то совсем дыре с вас потребуют наличку. Но в целом в 90% случаев вы будете оплачивать картой либо телефоном. И даже карта уже отходит на второй план. Я ей вообще практически не пользуюсь, потому что везде можно оплатить телефоном, в транспорте, продукты, во всех магазинах, какие-то услуги. То есть все ты оплачиваешь телефоном, либо если к тебе пришел электрик и у тебя нет наличных денег, у него нет кассового аппарата, то ты ему перечисляешь просто на его счет. У нас очень удобные банковские приложения, все за секунду делается, ты просто вводишь номер карты, отправить, деньги отправлены. То есть в этом плане очень удобно. Я не представляю, как там, мне друг рассказывал во Франции, что они там берут какой-то конвертик, кладут туда деньги, все это закидывают, в общем, в банкомат. То есть какие-то вот эти ритуалы, и ты еще типа 2 дня ждешь, когда тебе придут деньги. Короче, для меня это как-то дико, потому что я привык к вот этому удобству. И сейчас даже ты можешь с банкомата снять деньги без карты. То есть ты просто прикладываешь телефон, вводишь пароль, и все, и ты снимаешь деньги. То есть, в принципе, ни наличка, ни карта уже не нужны. Тебе просто у тебя телефон, и все, ты, в принципе, можешь спокойно все оплачивать. Далее я говорил про такси, и помимо того, что оно дешевое, оно еще и супер удобное. Во-первых, оно работает по всей России, по крайней мере, во всех больших городах. У вас есть одно приложение, это Яндекс.Такси, и когда вы приезжаете в какой-то город, у вас уже все настроено. То есть ваша задача просто ввести адрес, карта уже привязана, то есть вам не нужно там потом что-то переводить, автоматически идет оплата. Я вот последний месяц немножко попутешествовал, и всегда я приезжал куда-то, я просто вводил адрес и ехал. То есть это максимально удобно, ты приезжаешь в город, у тебя, во-первых, мобильная связь, она работает по всей России, то есть ты платишь за связь, и тебе доступна связь по всей России без каких-то дополнительных плат. Кроме Крыма, там немножко другая история в связи с санкциями, но вот именно в основной России, скажем так, везде есть связь, везде есть Яндекс.Такси, ты можешь перемещаться супер удобно, это мне очень нравится. Еще одна вещь, кстати, это видео будет, скорее всего, огромным, но я просто хочу вот рассказать обо всех плюсах. Это у нас много очень магазинов, которые работают 24/7. Продуктовые магазины, куда ты можешь поехать ночью или пойти ночью, их очень много. Это удобно, согласитесь. Ты можешь в любой момент купить молоко, не знаю, если тебе в 5 часов ночи захотелось купить там чего-то, или, я не знаю, аптека та же, аптека всегда работает, продуктовые магазины. Некоторые даже, вот зависит от города, чем больше город, тем больше у них вот таких мест, которые работают круглосуточно. Могут даже кафе работать, да, ты можешь попить кофе ночью, можешь, не знаю, поесть ночью. В Питере, по крайней мере, такого очень много, ну и вообще в больших городах. Для Европы я знаю, что это довольно нераспространенная вещь, потому что типа защищают права там работников. Не знаю, у нас в России такой ерунды еще нет, поэтому у нас как бы все всегда открыто. Ну и последний момент в этом пункте — это, скажем так, нестрогость. Нестрогость соблюдения каких-то моментов. Там в больницу, да, вот ты идешь. В больнице тебе должны оказать услуги со страховым полисом и паспортом. Но если ты условно там сломал руку, приехал в больницу или тебя забрали, то от тебя не потребуют никаких документов, тебе окажут помощь и только потом спросят о каких-то документах. Это очень удобно. Да? То есть у нас вот эта лояльность, она все-таки присутствует, что иногда закрывают глаза на какие-то формальности, на какую-то бюрократию, вот, поэтому это круто. И это только второй пункт. Ребята, вы уже должны переехать в Россию прямо сейчас. На самом деле видео не очень, наверное, актуально, потому что сейчас границы закрыты, но когда-то же они откроются, я надеюсь. И вот вы будете знать, что вас ожидает здесь, в России. Сегодня я говорю о плюсах, да, то есть и минусы, но о них в следующем видео. Третий пункт — это путешествие. Я думаю, ни для кого не секрет, что Россия огромная страна, самая большая в мире, и она очень разная. Очень много разных климатов, очень много разных городов, культур, народов, и все это интересно изучать. В России у нас 173 города за 100 тысяч человек населением и около 1000 именно вообще городов. То есть огромное количество мест, которые можно исследовать. У нас есть такая старая русская Россия, это Золотое кольцо. У нас есть Россия, похожая на Финляндию, рядом с Финляндией. Да? У нас есть Кавказ,
это юг России. У нас есть, не знаю, что-то более такое азиатское, это рядом с Японией. Много всяких народов проживает: якуты, тувинцы, буряты. В общем, это все очень интересно изучать. Санкт-Петербург, который похож на Европу, Москва, которая вообще не Россия. Россия очень насыщенная страна. И в этом плане вам не будет скучно. Даже вот сейчас, например, когда у нас пандемия, я могу поехать в любую точку России. Там, сейчас я в Краснодаре, завтра могу полететь в Калининград, который в Европе, потом могу поехать на Сахалин. Это огромные расстояния, и это все у вас открыто. Если вы здесь легально пребываете, то вы сможете беспрепятственно огромные территории исследовать. И это, мне кажется, очень круто. У нас еще очень развитые железные дороги, у нас их довольно-таки много, у нас хорошие поезда современные, быстрые, автобусные маршруты очень развиты. Поэтому в этом плане путешествовать очень удобно, дешево, опять же. Так что, да, это, мне кажется, очень такая веская причина жить в России. Четвертая причина — это русские люди. Я не мог это не упомянуть. Наверное, это такой субъективный момент, но мне лично нравятся русские люди. Ну, было бы странно, если бы мне они не нравились. Они все-таки люди спонтанные. И это мне очень нравится. Мне нравится какое-то, вот, знаете, не следование правилам. С русскими людьми не соскучишься, они очень веселые, спонтанные, креативные. На самом деле русские могут показаться такими холодными, ну, это всегда, в принципе, я говорю. Достаточно просто растопить лед, достаточно познакомиться. Помимо этого, многие русские люди, они все-таки искренние, они честные, они говорят то, что думают, и это порой может кого-то обидеть, но на самом деле я предпочитаю горькую ложь, чем сладкую. Мне нравится, когда люди говорят то, что они действительно думают. И русские люди очень хорошие друзья, очень преданные. Ну и, конечно, русские девушки. Прекрасно выглядят всегда, просто замечательные, умные, классные, обожаю. Ну и последний пункт, который стоит включить в список, это то, что Россия все-таки развивается. Несмотря на то, что происходит в политическом мире, это довольно спорно, об этом можно записать тоже видео. Тем не менее, Россия идет вперед. Я уже посетил к настоящему моменту 35 русских городов, и я вижу реально, что было раньше, что сейчас. Сейчас вот основные города большие, они все довольно-таки аккуратно выглядят. Появляются общественные пространства мирового уровня. Например, вот этот парк, он один из лучших в мире, я считаю. Он действительно очень крутой, и таких мест все больше и больше и больше. Это только речь идет об урбанистике. Также, если говорить про контент какой-то, музыка, очень хорошо сейчас развивается русский рэп, который раньше считался зашкваром. Сейчас, вот если посмотреть топ-100 в Apple Music, то большую часть, большинство мы слушаем именно русскую музыку. И это круто, что мы создаем свою музыку, мы ее слушаем. Конечно, это отчасти копипаст с чего-то западного, но все равно это уже наше. Вот, и это очень круто. Создание какого-то контента, там, тот же Антон Птушкин, который делает высочайшего качества влоги. Он, конечно, из Украины, но речь идет о том, что, изучая русский язык и находясь здесь, в России, в общем, будучи погруженным в русский мир, вы все равно имеете доступ не только к русскому, вот именно что создано в России, а ко всему, что создано в СНГ. В общем, это очень здорово, и в этих областях можно развиваться. Сфера IT очень развивается. Короче, Россия идет вперед. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите какие-то, может, если меня смотрят люди из России, какие вы видите плюсы в жизни в России. О минусах мы поговорим в другом видео. Если вы не из России, расскажите, почему вы начали учить русский, что вас привлекло именно в России, может, в русской культуре. И мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!
ноги затекли.